Хэллоуин. Само это слово вызывает мурашки по коже. В воображении возникают образы призраков, гоблинов и светящихся тыкв. Это ночь костюмов и сладостей, жутких историй и домов с привидениями. От шумных улиц Нью-Йорка до тихих деревень Трансильвании Хэллоуин стал глобальным явлением. Но за современными масками и искусственным страхом скрывается более глубокая, древняя история. История, которая шепчет нам с древних холмов и туманных долин Ирландии. Ибо именно здесь, в самом сердце изумрудного острова, и зародился Хэллоуин. Задолго до того, как замерцал первый светильник из тыквы, в древние времена, когда мир был окутан мистикой и легендами, древние кельты Ирландии отмечали праздник, известный как Самайн. Этот праздник был не просто событием, а важной частью их культуры и верований. Выпадая на канун 1 ноября, Самайн знаменовал собой конец сезона сбора урожая и начало зимы. Это был период, когда природа готовилась к долгому зимнему сну. Что еще более важно, это было время, когда граница между миром живых и миром мертвых, как считалось, была наиболее тонкой. Люди верили, что в этот момент духи могли свободно переходить из одного мира в другой. Представьте себе время, когда завеса между этим миром и следующим была подобна паутинке, которую легко раздвинуть духом усопших. Это было время, когда миры переплетались, и магия была ощутима в воздухе. Это и был Самайн. Время, когда мертвые могли снова ходить среди живых. Люди собирались вокруг костров, чтобы отпраздновать и защититься от злых духов. Это было время как праздника, так и трепета. Время, когда люди чувствовали себя ближе к своим предкам и к силам природы. Время почитать мертвых и умилостивить духов. Люди приносили дары и зажигали свечи, чтобы показать свое уважение и попросить защиты на предстоящую зиму. Центральное место в праздновании Самайна занимало зажигание священного огня. Друиды, жрецы кельтского народа, гасили все остальные огни в деревне. Затем с большой торжественностью они зажигали новый огонь, используя колесо, символизирующее солнце. Считалось, что этот священный огонь обладает защитной силой, отгоняет злых духов и приносит благословение общине. Зажигание костра на Самайн было мощным символом надежды и обновления, объясняет историк Джо Конлон. Оно олицетворяло собой торжество света над тьмой, жизни над смертью. Семьи несли угли от священного огня обратно в свои дома, разжигая ими свои очаги, очищая их пламенем. Шли века, и традиции Самайна стали сливаться с другими культурными и религиозными практиками. Когда христианство распространилось по Ирландии, Самайн постепенно вошел в христианский календарь, став Днем всех святых 1 ноября и Днем поминовения усопших 2 ноября. Тем не менее, многие древние обычаи, костры, костюмы, вера в духов сохранились. В XIX веке волна ирландских иммигрантов прибыла на американские берега, привезя с собой свои традиции и легенды. Самайн, с его отголосками древней магии и потусторонних встреч, нашел благодатную почву в новом свете. Угощение или шутка, костюмы и свечи. Превратившись в Хэллоуин, древний праздник обрел новую жизнь в Америке. Костюмы из маскировки, призванные умилостивить блуждающих духов, превратились в шутливые наряды для детей. Обычай угощать или шутить, корни которого уходят как в древние кельтские, так и в средневековые европейские традиции, стал центральной частью празднования Хэллоуина. Дети, одетые в костюмы призраков и гоблинов, ходили от двери к двери, рассказывая стишки и получая взамен угощения. Светильник из тыквы, светящаяся ухмылка, символ, который мгновенно вызывает в памяти образы Хэллоуина. Один из самых узнаваемых символов Хэллоуина, светильник из тыквы, также уходит корнями в ирландский фольклор. В древние времена ирландцы вырезали страшные лица на репах и свекле, чтобы отпугивать злых духов. История гласит, что кузнец по имени Джек, известный своим плутовством, сумел обмануть самого дьявола.
Он заключил сделку с дьяволом, но, будучи хитрым, обманул его несколько раз, что привело к его прозвищу «Скупой Джек». После смерти Джеку было отказано во входе как в рай, так и в ад. Он был обречен скитаться по земле вечно, не находя покоя ни в одном из миров. Будучи обреченным скитаться по земле, он носил с собой полую репу с горящим углем внутри, чтобы освещать себе путь. Этот светильник стал символом его вечного скитания и отчаяния. Ирландские иммигранты, обнаружив, что тыквы в Америке более доступны, стали использовать их для своих резных фонарей. Тыквы были большими и легко вырезались, что делало их идеальными для создания тех самых ухмыляющихся светильников Джека, которые мы знаем сегодня. Так традиция перешла через океан и стала неотъемлемой частью празднования Хэллоуина в Америке. По ту сторону могилы еда и суеверия. С древних времен люди верили, что еда может влиять на их судьбу и приносить удачу. Еда всегда играла важную роль в праздновании Хэллоуина. Этот праздник, корни которого уходят в древний кельтский Самайн, был временем, когда граница между мирами становилась тонкой. В Ирландии к традиционным блюдам Самайна относились бармбрек, своего рода фруктовый кекс с запеченными в нем сюрпризами, такими как кольца, монеты и тряпочки, которые предсказывали будущее. И колкинон – блюдо из картофельного пюре, капусты, кали или белокочанной и сливочного масла. Это блюдо также имело свои символические значения. Эти блюда часто ассоциировались с гаданиями и удачей. Люди верили, что находка в бармбреке могла предсказать их будущее на следующий год. В ночь на Хэллоуин также было много суеверий. Люди верили, что духи и призраки могли посещать их дома, и поэтому они оставляли еду на пороге, чтобы задобрить их. Считалось, что в это время можно узнать свою судьбу и исполнить желание. Гадания были популярным занятием, и многие молодые люди собирались вместе, чтобы узнать, что их ждет в будущем. Молодые люди, стремясь узнать свое будущее, прибегали к различным видам гаданий, таким как бросание орехов в огонь или гадание на яблоках, надеясь хоть одним глазком заглянуть в свою судьбу. Эти традиции и суеверия делают Хэллоуин особенным и мистическим праздником, который до сих пор отмечается с большим энтузиазмом. Отголоски Самайна – современное возрождение. В последние десятилетия наблюдается растущий интерес к древним корням Хэллоуина. Современные язычники и реконструкторы кельтской культуры возродили празднование Самайна, стремясь восстановить связь с древними традициями и верованиями. Проводятся фестивали и собрания, зажигаются костры, приносятся дары в честь умерших и вознаменование поворота года. Завеса между мирами, которая, как считалось, истончается в эту ночь, снова становится точкой соприкосновения и размышлений. Наследие, вырезанное в тыкве и песне. Из своего скромного начала на туманных берегах Ирландии Хэллоуин прошел сквозь века и континенты, развиваясь и трансформируясь на своем пути. Но, несмотря на свою современную атрибутику, дух Самайна, древнего кельтского Нового года, все еще мерцает в его сердце. Его можно увидеть в резных тыквах, освещающих пороги наших домов, в костюмах, стирающих границы между фантазией и реальностью, и в историях, которые мы рассказываем, историях, напоминающих нам о неприходящей силе веры, о магии, скрывающейся в тенях, и о неразрывной связи между живыми и мертвыми. Заключение – неугасающий дух Самайна. Хэллоуин с его сочетанием древних традиций и современных увеселений продолжает пленять наше воображение. Это время для рассказывания историй, для борьбы со своими страхами и для воспоминаний о тех, кто ушел от нас. Надевая костюм в этот Хэллоуин, вспомните о древних истоках этого любимого праздника. Вспомните кельтов, собиравшихся у костров, друидов, шептавших молитвы древним богам, и духов, которые, как считалось, ходили среди живых. Ибо, помня, мы сохраняем эти древние традиции живыми.